Кто бы ты ни был, назовись. Я не желаю тебе зла. Если меня кто-нибудь слышит, вы можете ответить мне? Привет, друзья! Я отправляюсь в один дачный дом. В этом доме не живут постоянно. Летом приезжают для посадки огорода, а зимой, чтобы помыться в бане. Оставались с ночевкой, и тут всегда было все хорошо. Люди, которые попросили меня сюда приехать, никогда не верили в мистику, ну и само собой не занимались ничем подобным. Но однажды все изменилось. Когда они были тут с ночевкой, ночью они услышали с чердака стук. Было 3 сильных удара. Конечно, хозяева все проверили. Проверили чердак, но ничего не обнаружили. Они долго пытались найти объяснение этим 3 ударам, но так и не нашли. В следующую ночевку эти удары повторились. И тут им действительно стало не по себе. Это не могло быть просто совпадением. Но на этот раз только ударами в потолок все не закончилось. С их слов в дом словно ворвался ветер. С полок начали падать предметы. Но самое страшное — это когда вылетела та полка. Вылетела только крышка и ударилась об стул. Этой ночью им пришлось покинуть этот дом. Нужно отдать должное хозяевам этого дома, их бесстрашию, так как утром они уже вернулись обратно. Они все проверили, подняли упавшие предметы, но с тех пор с ночевкой они здесь больше не остаются. Они все так же приезжают сюда днем, но с ночевкой больше никогда. Сегодня у меня более разведывательная экспедиция. Я хочу узнать, есть ли тут кто-то на самом деле. И если есть, то кто это? И третье, если я узнаю, что за сущность тут обитает, то подготовиться к ее изгнанию. Итак, друзья, сейчас на 2-й этаж, на чердак, я установил радионяню и рацию, и камеру. Сейчас буду проверять. Тут есть кто-нибудь? Тут есть кто-нибудь? У меня установлена радионяня. Если сверху раздастся какой-нибудь звук, то она сработает. И так как я говорю сейчас по рации, 2-я рация находится сверху, радионяня это слышит и воспроизводит то, что раздается звук по рации сверху. Меня кто-нибудь слышит? Меня кто-нибудь слышит? Все работает.
Если в этом доме кто-нибудь есть, вы можете ответить мне. Сейчас, друзья, я сразу направляю свой голос и как на первом этаже, как на чердаке, так и в радиоволны с помощью рации. То есть меня слышно везде в этом доме. Если меня кто-нибудь слышит, вы можете ответить мне? Если меня кто-нибудь слышит, вы можете ответить мне? началось. Кто бы ты ни был, назовись. Что-то сейчас здесь произошло. Кто ты? Кто бы ты ни был, назови свое имя. Действительно что-то есть, что-то очень слабое. Пока что оно проявляет себя в разных шумах. Да, была открыта дверь. Кто бы ты ни был, назовись. Я не желаю тебе зла. Я хочу лишь с тобой поговорить. Друзья, удары все время раздаются примерно с центра той комнаты. Попробую под низ принести спиритбокс.
Если ты меня слышишь и понимаешь, я прошу тебя ответить мне. Сигнал. Не мое. Что не твое? Ну что-то разбрасывают на чердаке. Скажи мне, кто ты и зачем ты это все делаешь? Твою мать. Друзья, я не вижу, чтобы что-то их сдвинуло. То есть ни дымки, ни туманности, ни искривления пространства. Это словно полтергейст. Друзья, сейчас попробую использовать тепловизор и камеру, которая видит паранормальную активность. Вы заметили, как только я подключил тепловизор и остановил часы, они больше не продолжают издавать звук и шевелиться. Словно оно знает, что на тепловизоре я могу его зафиксировать. Скажи мне, кто ты и зачем ты здесь, и зачем ты здесь, и зачем ты здесь. На тот момент съемки я был уверен, что это полтергейст. Но будучи уже дома, посмотрев эти кадры, у меня появились сомнения насчет полтергейста. Мне кажется, что это что-то более зловещее.
Ты меня этим не напугаешь. Я все равно отсюда не уйду, пока не узнаю, кто ты и зачем ты здесь. Я тебя не боюсь. Я хочу, чтобы ты вышел со мной на контакт. Ответь мне. У меня есть несколько методов, чтобы разозлить сущность, чтобы она стала агрессивнее, сильнее. Обычно это делаю, чтобы узнать о сущности больше, узнать, что она из себя представляет, чтобы потом изгнать ее. Но так как это, можно сказать, жилой дом, я не хотел применять эти методы, потому что для дома это могло осложнить ситуацию. И если я разозлю эту сущность, и у меня потом не получится изгнать ее, то сюда даже днем, возможно, будет опасно приезжать. Ты уже показал, что можешь говорить. Поговори со мной. Вот 3 удара, и все идет с чердака. Я думаю, что нужно перенести спиритбокс наверх. Ты здесь? Я знаю, что ты здесь. Штатив. Моя камера. Я хочу, чтобы ты меня этим не напугаешь. Я приказываю тебе ответить на мои вопросы. Кто ты и зачем ты здесь? Я знаю, что ты здесь. Я не уйду отсюда, пока ты не ответишь на мои вопросы. Сейчас, друзья, я в полной темноте. Практически ничего не вижу. Меня снимает камера ночного видения.
Я приказываю тебе поговорить со мной. Я приказываю тебе сказать, кто ты и зачем ты здесь находишься. Сигнал. Я убью тебя. Я не боюсь тебя. Хоть в момент съемки я и говорил, что не боюсь его, но когда меня прилетела коробка, и он сказал эти слова, мне стало жутко и не по себе. А прилететь в меня могла не только коробка, а, например, нож или какой-нибудь металлический штырь. Как раз в этот момент и начался звук стекла, банок и, по-моему, даже звук железа. Кажется, мне нужно защиту. Да, друзья, она меня столкнула с лестницы, я упал примерно со 2-го этажа. Но хорошо, что внизу была вспахана земля, она смягчила падение. Я шел за защитой, за защитным кругом, но после падения я решил прекратить съемку. Большая проблема в том, что мне пока не удалось выяснить, кто это или что это. Поэтому я не могу подобрать метод, с помощью которого я смогу избавить этот дом от этого зла. Мне придется вернуться. И, возможно, не раз. Но в этот раз я буду уже более подготовленный. До скорых встреч.